Здравствуйте, дорогие родители! Меня зовут Шамиль Ахмадуллин, и это программа «Учимся учиться». В этой программе я отвечаю на вопросы родителей, взволнованных будущим своих детей. И в сегодняшней программе я отвечу на такой частый очень вопрос. Дайте какие-нибудь упражнения на развитие аналитического мышления, креативности и так далее. Я не буду разбирать, что такое аналитическое мышление, что такое креативность. Просто дам хорошие упражнения, которые, выполняя со своим ребенком, вы его мышление в целом очень прокачаете. Это будет традиционно 5 упражнений. Итак, поехали. Первое упражнение называется биография. Отлично тренирует воображение, аналитическое мышление, в какой-то степени креативность. В чем смысл? Смысл: подходите с ребенком к окну и видите какого-то прохожего, и, соответственно, нужно его ребенку проанализировать и быстро вслух рассказать его биографию. Например, мужчина, ему столько-то лет, он какой-то такой здоровый, наверное, спортсмен, он работает там-то, у него есть жена, сколько-то детей. В общем, смотрите, в чем здесь смысл этого упражнения. Чем более полный рассказ, тем лучше. С одной стороны, вы тренируете у ребенка аналитическое мышление, то есть ребенок должен делать выводы из увиденного. Ну, например, в самой простой интерпретации: мужчина очень высокий, и видно по походке, что он спортивный. Возможно, это какой-то профессиональный баскетболист. Утрирую, но вот такие логические выводы ребенок должен делать. С другой стороны, тренируется воображение, креативность, творческое мышление. То есть, чем больше ребенок будет придумывать каких-то интересных, необычных, не совсем традиционных описательных моментов, чем богаче его картинка, с одной стороны логичная, с другой стороны богатая какими-то дополнениями, тем, соответственно, лучше. Плюс этого упражнения в том, что прохожий в зоне внимания ребенка, если этот прохожий куда-то идет, находится достаточно маленькое количество времени, и скорость мышления тоже тренируется, потому что надо за ограниченное время вот этот анализ провести. Следующее упражнение, очень популярное упражнение на тренировку креативности и творческого мышления, называется 20 способов. В действительности способов может быть больше. Что нужно сделать? Даете ребенку какой-то предмет, например, ручку. Традиционно первоначально это упражнение придумали со скрепкой. Да? Даете ребенку ручку и просите придумать за 5 минут его 20 способов, как можно ручку использовать не по ее прямому назначению. Ну, например, можно использовать ее как грузило для удочки. Можно заткнуть какую-то дырку, если потек кран или труба. В общем, чем более необычные будут варианты, но, естественно, они должны быть, в принципе, реализуемые, тем лучше. Первоначально это делается без критики, просто ребенок пишет. Во-первых, вы увидите, насколько ребенок вообще креативен, насколько его творческое мышление развито. Да? Творческое мышление — это как раз-таки способность искать не тривиальные, не простые, не очевидные ответы на вопросы. То есть здесь этот ответ — это как раз-таки способы применения какого-то предмета. Вот, с одним предметом тренируетесь один раз с ручкой, другой раз с каким-нибудь пинг-понговым шариком, с листком бумаги. В общем, вариантов может быть огромное количество. Упражнение группировка, либо упражнение обобщи. В чем смысл этого упражнения? Вы говорите ребенку какое-то простое слово, ну, например, окунь. Окунь в смысле рыба. Он должен его обобщить и, соответственно, сказать, что это
рыба, да, более слово обобщающее более высокого порядка. Ну, например, стул, мебель, какая-нибудь видеокамера — это техника. Что происходит во время этого упражнения? С одной стороны, вы тренируете там логическое мышление у ребенка, да, он связывает предметы, учится их обобщать. С другой стороны, вы тренируете у ребенка, увеличиваете его словарный запас, потому что некоторых связей у него в голове не будет. Вы привнесете, он там узнает, да, что окунь — это рыба, например. С другой стороны, он узнает, он или она, новые какие-то слова, и вы обогатите словарный запас ребенка. Следующее очень хорошее упражнение называется «Придумай инструкцию». Очень хорошо работает, если у вас дома есть какое-то домашнее животное, но если даже нет, можно придумать вымышленное или использовать домашнее животное каких-то знакомых, друзей, соседей. Смысл упражнения такой. Вы говорите ребенку, что когда, например, вы уходите из дома, ребенку нужно придумать инструкцию для этого животного, как этому животному себя вести. Ну, то есть кота, например, зовут Барсик. То есть ребенок пишет Барсику: Барсик, когда мы уйдем, во-первых, поиграй там-то, 5 минут, потом сходи поешь. В общем, чем подробнее будет инструкция, чем больше деталей будет в этой инструкции прописано, тем лучше. Последнее упражнение для тренировки пространственного мышления, для визуальных расчетов называется «Сколько шагов?». Ваш ребенок живет в вашем квартире, в вашем доме и так далее, то есть он в пространстве там должен хорошо ориентироваться. И вы играете в такую игру. Ребенку нужно шагами измерить длину комнаты, где вы начинаете играть. Ну, например, зала, да, он измерил, получилось, допустим, у ребенка 10-15 шагов, да, ну, допустим, 15 шагов. И теперь вы говорите ребенку: Мишенька, как ты думаешь, сколько шагов от текущего места, где мы стоим, до твоей кровати? И ребенок должен наугад сказать, сколько шагов. Что здесь тренируется? Тренируется аналитическое мышление, умение соотносить размеры. То есть ребенок вот измерил длину вот этой комнаты, то есть прикинул, какая длина его шага, и должен, соответственно, условно на глаз в уме посчитать эти размеры. Чем лучше это ребенок будет делать, тем, соответственно, лучше. То есть меряем расстояние отсюда до его кровати, отсюда, например, до ванной, отсюда до кухни, отсюда до ванны и обратно. То есть вариантов может быть очень много. Вот такой набор из 5 упражнений, которые вы можете комбинировать в любом порядке и выполнять те упражнения, которые зайдут, ну, то есть понравятся вашему ребенку, которые у ребенка будут достаточно неплохо получаться. Все эти упражнения очень полезные, очень хорошо развивают вашего ребенка, и, соответственно, эти упражнения можно делать в зависимости от уровня развития образованности ребенка, начиная с 5-6 лет и заканчивая началом подросткового возраста, то есть возрастом 12 лет. Спасибо за ваше внимание. Это была программа «Учимся учиться». Я Шамиль Ахмадуллин. Успехов в обучении вашим детям. Пока-пока.